Итак, дорогие друзья, у нас идет дождик. Мы купили Ниву. Это серия видео про перекупов. Жаль, первая часть видоса не записалась. Я купил эту Ниву за 5800. У нас с прошлого видео, если вы смотрели, мы заработали уже 23 тысячи. Да, то есть мы двигаемся вперед. Я зашел в магазин, но были накладки с записью. И купил Ниву, мне она понравилась, потому что здесь очень много работы, да, и необычная работа крыша. Крыша, давайте покажу. Здесь есть работы по двигателю. Масляный фильтр заменим. Поменяем маслице, ребят. Поменяем эту крышечку. Зарядим аккумуляторчик. Крышу надо как-то выправить. Ну, в общем, я надеюсь с нее заработать много. Колесо у нас, по-моему, пробито, да? Или просто накачаем. В общем, работы хватает. Я думаю, что мы заработаем. В начале выпуска у нас было 23 800. Поэтому, ребятки, давайте, поехали. Может быть, даже диски какие-нибудь на нее купим. В общем, будет, я думаю... О, кстати, как мы сядем, как у нас крыша будет. Так, а он что? Так, он в нее не садится. Давайте попробуем с того места, дорогие друзья. И будем начинать нашего... Ага, вот так вот. Я понял, как это сейчас будет выглядеть, наша эта поездочка. Закрываем. Так, давайте, главное, чтобы она завелась. Отлично, ребятки, машина завелась. О, смотрите, видно структура потолка. Убираем ручничок, это я пару раз не убрал. И тихонечко давайте едем в наш гаражик, чтобы начать уже работы над ней. Даже не знаю, с чего начать. Давайте сделаем крышу. Мне очень интересно, как ее сделать. Либо целиком крышу нужно срезать и варево, да, либо просто молоточком выстучиться. Тоже очень интересно. Так, никуда не врезаться, потому что работы и так хватает с этим автомобилем. Напоминаю, что потери достаточно у нее... Забыл, что сюда мы не выйдем. Так, заглушить обязательно. Напоминаю, что... Так, застрял, да, ребят. Грустно, грустно. Так, выходим. Нам любой ценой нужно, видите, мы ее толкаем. Ага, все, давай откроем сейчас дверь. Так. Ну, всегда с такими, конечно, машинами бывают нюансы. Есть, отлично, я вышел. Хорошо, что мы ее не перевернули таким образом. Вот, еще раз давайте осмотрим. Вообще, фронт работы огромный. Хочу сразу взять молоточек и попробовать ее выстучать. Так, давайте найдем молоточек и попробуем выстучать. Надеюсь, все-таки крыша выстучится. А если нет, то придется ее... Так, хорошо. Ну вот, давайте капот выстучим, ребят. Я надеюсь, хотя бы это... Ну, хотя не сильно-то и он выстукивается, но будет получше. Можно будет его не менять. А с большего он у нас... Так, здесь это кривое, да? Или это так и нужно? Так, хорошо, ладно, мы к этому... Ага, вот здесь где-то крыло. В общем, она вся такая, видите, немножко коцанная. В любом случае, это перевертыш, да, то есть она побывала на крыше, но наша задача максимально хорошо ее сделать. По крыше, конечно, давайте посмотрим вообще, есть ли на нее из кузовных деталей крыша, потому что тогда станет понятно, нам нужно вываривать или мы сможем просто выстучать. Так, значит, машина Нив, нам нужно бори. Давайте, крыша, что у нас? Надеюсь, что... Да, ребятки, крышу нужно менять, стоит она 138. Причем сюда сразу стекла нужны и, собственно, очень много работы. Давайте же мы займемся этой нереально большой работой. Так. Стекла нет, здесь, получается, нужно будет открутить крышку багажника. Она у нас целая, да? Нет, чуть-чуть тоже гнутая. Давайте немножечко ее подстучим. Ага, потом подстучим. Давайте срочно за болгарочкой и будем вырезать крышу. Есть диск. А где наша болгарка? По-моему, где-то мы ей уже... мы ей убирали ржавчину, дорогие друзья. Давайте поменяем диск. Этот нам тоже пригодится, потому что, ко всему прочему, она у нас тоже ржавенькая. Так, ну мне надо крышу, да, чтобы вырезать. Давайте, погнали, потихоньку вырезаем крышу, ребятки. Так, хорошо. А где еще? Ну, то есть, да, окей, я здесь вырезал. По идее, где-то здесь и... Ага, да, точно. Смотрите, по всей, получается, по всему периметру. Хорошо, а здесь сверху? В общем, ее нужно сначала купить и смотреть, где эти швы могут быть. Потому что вы видите, что... Они скрытые, получается. Ладно, хорошо. Давайте, не буду гадать. Куплю просто крышу.
Зачем я 2 купил? Ребят, извиняюсь, случайно нажал. Давайте, пускай одна на память стоит, мы ее продадим потом. Чуть-чуть, конечно, потеряли, но вот бывают моменты, двойное нажатие. Поэтому, да, немножечко заработаем меньше. Так, значит, это я понял. А это здесь где-то у нас, получается, должно. Ну, давайте попробуем, где наша болгарка. Я, конечно, растеряша. Уже все потерял. Вот где болгарка? Почему ее не оставить на одном месте? Вот, есть, отлично. Так, значит, эта штука вырезается где-то вот здесь. Шовчик, отлично. Я надеюсь, посередине нету. Значит, здесь у нас... вот это вот, наверное, да. Здесь обрезается, без вариантов. Ага. И что, вы хотите сказать, что... Ну, вот это, хорошо. Давайте здесь. И что? Ну-ка, снимется? Нет, не снимется, ребятки. Давайте капот откроем. Так, тут нету никаких швов. Возможно, здесь вы не все. Хорошо, давайте попробуем с вами еще. Нет швов, потому что закончился диск. Извиняюсь. Возможно, кто-то увидел раньше. Бомбануло немножко, ребятки, у вас. Так, все. Давайте, теперь будет видно все. Ага, ну вот здесь, конечно, мы режем, ребятки. А здесь получается... все! Крыша отлетела. Молодец, крыша. Печальная крыша. Единственное, меня радует, что нам не придется вот эту всю ржавчину убирать. Вот это меня радует. Смотрите, на что похожа стала наша машина. Кардинальная, конечно, у нас сейчас смена внешнего вида будет. Вы просто посмотрите. Давайте покатаемся. Это нам придется выстучать или менять? Если нужно менять дверь и вот эту заднюю часть, это, конечно, очень будет у нас долгий ремонт, ребят. Давайте покатаемся. А сколько, интересно, сейчас эта машина стоит? Секундочку, не получилось завести. Долго заводится, на самом деле. Чуть-чуть нам нужно будет ее обслужить. Я хочу выйти и посмотреть, сколько эта машина сейчас стоит. 5800. А купили мы ее тоже где-то так. То есть, ребятки, мы сняли крышу, и она стоит столько же. Так, быстро садимся. Оп, открылась нам автоматическая дверь, ребятки, прошу. Давайте немножко покатаемся. Так, она, кстати, не закрывается, не фиксируется. Печалька. Давайте первую передачу втыкаем и погнали, ребят. Так, главное еще не попасть в ДТП, потому что будет, в принципе, ее можно будет сразу скидывать с минусом, потому что, ну, если еще передок мы хорошенечко помнем, то смысла, конечно, в ее восстановлении особо не будет. Так, все, давайте разворачиваемся. Так, супер. Что это у нас? На аварийке. Давайте, так как у нас кляча из клячи, едем на аварийке. Разгазовываемся и погнали, ребят. Все, едем в гараж, будем окончательно ее доделывать, ребят. Потому что, напоминаю, что наша цель заработать. Заработать и сделать машину. Все, переключился, отлично. Все, хорошо, в повороты заходит. Мне, в принципе, машина нравится. Просто, что, конечно, состояние у нее печаль, беда. Так, все, убираем и глушим. Ребят, вообще красавица машина, посмотрите, я бы так ездил. Я бы так ездил. Так, накидываем крышечку. Очень интересно, выстучится дверь. Или нужно будет целиком... Да, я чувствую, что придется менять дверь, ребят. Вот это попадало. Честно говоря, я не думал, что будет настолько жестко. То есть, ну, я, конечно, видел, что, ну, машина в печальном состоянии. Но я почему-то не обратил внимания ни на дверь, ни на заднее крыло, да, которое здесь, чтобы вырезать, нужно полностью. И стекла еще потом нам ставить. То есть, ну, ребят, это, конечно... Здесь выстукивается, да. Это, конечно, большой очень объем работ. Мы ввязались вообще, да. Кто-то, видите, как будто порог варивал. Поэтому давайте глянем ценник вообще за дверь. Что у нас? Так, а какая это дверь? Левая, получается. Хорошо, что хоть правая жива. Так, левая крышка багажника нам не нужна. Мы оттуда открутим, она с большего целая. Пойдет, отлично, все будет. Так, давайте, дверь. Крышка, порог, задняя, Так, почему я не вижу дверь? Вот, все, вижу. Дверь, правая, левая. У нас левая. Покупаем дверь. Левая же, правильно?
Да. Ребят, я еще не менял двери, они без обшивок, точно, и без стекол. О, вот это да, вот это да. Ладно, давайте. Не так страшен, как его малюют. Поэтому беремся за работу, делаем, а там уже будем смотреть по сложности. Есть ощущение, что я наехал... Нет, не наехал на ключик, поэтому мы его срочненько берем, откручиваем дверь. Я еще не менял, говорю честно, поэтому, возможно, сейчас затупы. Ага, хорошо, окей, а где еще? Что мне еще нужно открутить, чтобы снять дверь? Ага. Я просто не вижу, есть ли там вообще что-то. Так, сейчас, ребятки, чуть-чуть терпения. Ну, хорошо, петли. А на чем эти петли держатся? Мне очень интересно. Ага, они вот здесь, получается. Правильно я понимаю или нет? Ну, возможно, неправильно, конечно. Только не говорите, что, чтобы снять, нужно снять крыло. Ну, то есть, это будет максимально, конечно, плохо. Давайте в текстурках поищем ответ на наш вопрос. Да нет, вроде бы нет здесь ничего. Но почему тогда не сдергивается дверь? Хороший вопрос. Кто играет в игру, наверное, уже знает. Но я не знаю, правда, ребят, не знаю. Я не понимаю, почему не сдергивается эта дверь. Но ее нужно делать в любом случае, потому что мы поставим крышу, а дверь будет кривая. Это тоже не очень хорошо. Я на всякий случай, конечно, попробую сейчас еще раз ее выстучать. Но почему-то мне кажется, что это не получится. Ну, то есть, смотрите, просто... нет, сейчас молоток я уже потерял. Походу, навсегда. Вот с этими улетами, конечно... вот. Ну вот, смотрите, ту часть, в принципе, потихонечку выстукивается. Только мне непонятно все-таки, как открутить дверь. То есть никаких болтов нету. Хорошо, возьмем отвертку для чистоты эксперимента. Я просто не хочу сейчас лезть в Google, искать, как открыть дверь, видео. Но, видимо, придется. Ага, это дверную карту снимает, правильно я понимаю? Ну, почему он не берет? Вот, отлично. Ладно, давайте так, отлично. Но это дверная карта, отлично. Ну, по крайней мере, дверную карту я снимать на... Хорошо, нет всего механизма? Да ладно. Еще и Ребят, еще и механизм. Вы серьезно? Я вообще на это не рассчитывал, на такой объем работ. Хорошо, я надеюсь, вот эта вся система снимется. Да, слава богу, она снялась. Значит, все, сюда система наша. Но дверь все равно не снимается, да? Что у нас? Ручка. Ручки здесь тоже нет, правильно я понимаю? Но ручку потом, в самом конце. А чем ручку снимать? Наверное, отверткой. Правильно я понял, что ее снимать отверткой, но почему-то здесь нет ничего, что могло бы... Хорошо, там еще, по-моему, так, секунду, ребятки, сейчас есть такая штука, но это стекла сдергивать. А как стекло снять? Подождите, оно разбито вообще. Хорошо, я вас понял, что здесь мне с ручкой непонятно, но я куплю новую. Для меня не проблема купить новую ручку. Фух, конечно, много работы, и причем работа нелегкая. И я с такой работой еще ни разу не сталкивался, ребятки. Но мне интересно. Мне интересно, поэтому продолжаем. Я не сдаемся. Единственное, есть, конечно, большое... Ага, стоп. Вот этот болт. Он не этой. Нет, вот он это. Все, можно снимать?
Да что такое? Что этот болт открутил? Их два как будто, да? Ах, ох, 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 ох. А, да, все, отлично. Они какие-то скрытые, либо просто это из-за того, что машина ударенная. Поэтому, ребятки, давайте ставим новую дверь. Так, у нас еще вот эту часть нужно вырезать. Так, а это целое? Да, это, по-моему, целое. Отлично, отлично. Хоть что-то хорошее целое в этой машине. Но это у нас тоже идет под замену, ребят. Капитальное просто у нас ремонт. Просто капитальный. Я не знаю, с прошлой машины ролик там шел полчаса. Да, по-моему, полчаса, я не помню, буду честно. И мы заработали почти 6 тысяч. И сможем ли мы здесь с таким объемом работы, да, заработать те же 6 тысяч? Потому что, в принципе, машина дешманская, да, то есть та машина была дорогая. Вот, поэтому давайте так, приступаем. Что следующее? Следующее, купить левое крыло заднее. Ну, а это мы, конечно же, сейчас вырежем. Я надеюсь, у меня получится вырезать не так, как я вырезал когда-то в прошлый раз, что пришлось просто... Так. Бросить эту затею, потому что разобралось все. На тот момент я еще был, ну, вообще новичок, и все, что я смог сделать, просто ее продать. О, да, все отлично, я ее вынял, подвеска целая. Ага, а вот это? Хорошо, мы можем это выстучать? Или нам это тоже нужно менять? Ребят, ну это вообще, вот на такое я не рассчитывал. Ну, правда, не выстукивается, не появляется значок. И действительно придется вот эту еще штуку менять. Вот это, конечно, что-то с чем-то. И потом вот это, смотрите, сколько хлама нам нужно будет сдать. Нет, мощно. На самом деле, я не планировал такой, ну, грандиозный выпуск. Вы просто посмотрите, что из себя представляет в данном вообще виде эта машина. То есть, мягко говоря, это просто груда металла. Неужели она к концу выпуска превратится во что-то, ну, более адекватное, ребят? Ладно, давайте посмотрим вот эту часть. Так, давайте отделим новые части. То есть, вот новая крыша, новая дверь, еще ручка сюда нужна, механизм к этой новой двери. Так, что еще из нового? Ну, обшивку, понятно, смысла нам ее менять нет, она у нас практически новая. Эту давайте крышу, чтобы не путаться, мы ее сразу сейчас продадим. Мы ее купили за 130. Сколько нам сейчас дадут? 611, 653. Потеря очень большая. Ну, это давайте пусть просто на память пока полежит. Мы это, конечно же, потом тоже скинем, но пока пускай лежит. И мы что-нибудь на нее пока понаблюдаем. Так, погнали. Посмотрим вот эту заднюю часть. Как она называется? Она как-то называется... Что это такое было? Она как-то называется, не называется. Очень интересно. Это явно будет в кузовне. Ну будет типа лонжерона заднего. Задняя перегородка. Это что? Это не то. Брызговик. Тоже не совсем то. Вот нам нужна часть над брызговиком. Лонжерон, передняя часть, брызговик. Ага, вот внутренняя панель получается. Правая или левая? Right, left, левая. Отлично, покупаем. Главное 2 раза не нажать, потому что нам 2 такие штуки не нужны. А теперь, когда у нас куплена эта панель еще, нам что нужно сделать? Вырезать ту. Берем нашу болгарочку. Где болгарочка? Отлично, что на ней? Ничего не осталось? Нет, диск еще остался. Давайте смотрим, что нужно, чтобы вырезать эту панель. Ну, это, конечно, мощно, ребят. Это действительно... Так, все? Нет? Нет, вот тут еще, да. Болгарочка закончилась, увы. Новый диск сейчас. На нее накинем и снова в работу. Болгарочка очень выручает наш в этом выпуске. Иногда она отдыхает. Но в этом выпуске она только весь выпуск и вывозит, ребят. Болгарочка вывезла весь выпуск. И сварочка потом еще будет вывозить. Так, а что еще нужно отрезать? Где наша часть? Ага, вот эта часть. Получается гнутая широкая часть сюда. И давайте на нее вот так посмотрим, чтобы просто понимать. Ага,
Я понял. Да вроде бы все. Понятно, что еще что-то осталось, потому что мы не можем ее взять. Но давайте искать. Давайте искать. Конечно, когда нет опыта в вырезании, например, той или иной запчасти, это сказывается, явно сказывается, потому что, ну, мы это потом позавариваем. Так, ну, вообще все моменты, где оно соединяется, по-моему, я уже выпилил. А, вот, стоп, 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 ребят, вот это вот, скорее всего, еще надо. Ну-ка. Нет, нет. Давайте вот это попробуем. Полик этот вырежем, хорошо. Болгарочку потеряли снова. Как я люблю здесь все терять. Все равно нет. Так, хорошо, хорошо, ищем. Максимально странно, максимально странно. Мне казалось, мы все отпилили. Как же без болгарочки смотреть, ничего не видно. Дорогие друзья, я не знаю, что... Ну, давайте, хорошо, давайте попробуем вот здесь. И вон там. Но это мы целый кусок отпилим вместе с... Ой, так, ребята, вот это, конечно, я ввязался в ремонт. Да можно было, по идее, эту часть вообще не менять. Потому что... Стоп, вот это что-то здесь мне показалось. А вот это... Нет, да это задняя уже часть. Здесь, ну... Да нет, здесь тоже нету ничего. Странно. Или пойти по легкому пути, просто ее не менять. Тоже, по идее, как вариант. Ее все равно не видно. И так себе вложение. Давайте попробуем, конечно, еще полазить, поискать. Ну, я не вижу явных... Ага, но я не вижу уже, потому что у нас закончился очередной диск. Очень много дисков мы положили. Также мы положим много электродов в этом выпуске, явно. Но интересен сам факт вообще, во что превратится машина. Ну, то есть, примерно мы понимаем, во что она превратится, да? То есть, она будет сваренная, классная машина. А вот, мне кажется, или вот там есть... Секунду. Мне кажется. Мне кажется, потому что нет ничего. По-моему, все точки мы уже спилили, а все равно. Ну, то есть, вот, как будто да, но это просто получается щель. В каждом выпуске есть какой-то момент затупа, который вообще тянет по времени всю серию. Но это смысла нет вырезать. Хорошо, здесь, да мы вроде это все вырезали, да, то есть здесь все более понятно, где резать. Здесь это мы тоже все поубирали. Ребят, в общем, я не знаю, что делать, потому что, ну, визуально мы все вырезали. Я предлагаю просто это не делать, взять сварочку сейчас, все сварить, и этой части видно не будет. Возможно, только внутри. Сейчас еще раз так, знаете, прежде чем забить, мы убедимся еще раз. Вот тут вот еще она типа соединяется. Может быть, просто не про... Ага, я понял. Почему не видно было этот шов? Ну, сложно сказать. Вообще в моем гараже может быть все что угодно, глюки. Но все равно, я так просто предполагаю, что есть какой-то момент, которого мы не видим. Ну, то есть вот этот вот штрих для отреза. Но... Ага, болгарочка. Но мы его просто не видим. Сейчас пробую так, на авось прострикать. Вот здесь вот тоже не мешает, потому что нам еще колесо сделать. Ребята, мы все с этой крышей. Хотелось, конечно, все в идеал вывести, да? Ой, выпала снова у нас болгарочка. Без руки, конечно, немножко. Так, ребятки, не отчаиваемся. Давайте... А, вот она, все отлично, лежит в багажнике. В общем, да, есть моменты, возможно, от того, что она кривая. Хорошо, давайте, может быть, здесь где-то невидимые у нас точки. Да нет, здесь все шикарно. Я уже нажимаю как могу, но... Ого, это что мы резанули? Все, отлично, ребят, где-то рандомно просто какую-то часть мы резанули, поздравляю. Прежде чем забросить какой-то...
Ай, ребятки, вот что у нас произошло. Мы отпилили часть со стаканом. Как было в прошлом выпуске, ну не в прошлом выпуске, в предыдущих выпусках, но хорошо, что я уже знаю, как это сделать. Нужно съемник под пружину, нужно это сварить. Резина, кстати, да, кончилась. Нужно это сварить и вставить пружину. Работы нехило. Почему-то у меня есть ощущение, что просто... Я не знаю, я развел какой-то просто бардак. Вы просто посмотрите на это. И вы посмотрите просто на машину. Ну, то есть у меня есть впечатление, что просто какая-то жесть все-таки. Что, ну, вообще, зачем мне это все надо было? Если бы мы ее просто покрасили, толку было бы намного больше. Но я уже ввязался и вроде, ну как вот это бросить, да? Интересно этот проект завершить. Поэтому что мы делаем? Знаете, что мы делаем? Мы просто идем, покупаем сейчас... Не, вот это нам... Мы вот это сейчас приставим. Просто сварить нужно. Так, это новая часть. А где наша покоцанная? Секунду, ребят. Сейчас покоцанную найдем. Так, а где у нас покоцанная деталь? Так, куда я уже ее выкинул? Почему так быстро? Так, стоп, это что? Вот, это внутренняя панель, которую мы только что вырезали. Давайте ее подкинем. Вот, да, она мятая. Все, ее тоже на свалочку. Это у нас целая панель, но мы вот эту сделали. Нам нужно ее сварить, а потом вставим пружинку, ребятки. Давайте берем нашу сварочку. Берем. Выпуск получится очень длинный. Я уже приблизительно предполагаю, поэтому, ребятки, все будет хорошо. Так. Сварочник, ребятки. Давайте берем в ручку. И теперь нам нужны электродики. Срочненько идем за электродами. Где? Ага, вот они. Давайте возьмем сразу пачку, потому что в любом случае одной штукой мы не отделаемся. У нас очень много, ребят. А где сама эта штука? Так, хорошо, секунду, сейчас найдем. Сейчас мы перевернем. Ага, вот она снова здесь. Давайте поставим правильно, как она и должна быть. Так, что мне нужно? Ребятки, электродик. Это ложим сюда, берем электродик и вставляем. Так, нам важно поварить. Вот это мы заварим, нам не обязательно это нужно было. Так, теперь. Так, конечно, без пружины не то, но ничего страшного. Здесь, наверное, да, под сиденьем была вот эта вот... Отлично, мы заварили. Все, супер. Ребятки, приварили нашу часть. Теперь давайте вставим, наверное, сначала пружиночку нашу родную. Вот в это место, да, давайте съемничек сразу возьмем. Где он, наш родной? Так. Нет, подъемник мебели нам не нужен. Где-то вот. Съемник пружин. Давайте срочненько бежим. Берем вот это вот нашу немножко подзабыл я, конечно, как это делать. Ребята, вы не помните, как мы это делали? Я не помню. Но это действительно съемник пружин, пружина. Это все должно, по идее, работать. Сейчас, секунду, я просто правда не помню. Или мы так вставляли? Да нет, по-моему, так мы не вставляли, точно. По-моему, вот так вот это делалось в съемничек. Я, конечно, могу ошибаться. Нет, нужно съемник. Все. Ну, хорошо, а толку, что я его в руку взял. Ну, я просто, да, действительно, ну, в руку я взял. Ага, вот так, пружину. И что получается? Несу я, ну, туда, прям на место? Ну да, все, отлично. Пружинка стоит, ребят, машина у нас ровнее. Единственное, у нас что-то с колесом. Давайте ее попробуем накачать. Где у нас наш насос?
тоже где-то валялся. Я, как видите, не убираю за собой в этой игре. Поэтому все приходится искать вообще непонятно где. Давайте попробуем накачать. Ну, а спустит, не спустит, уже другой вопрос. Все, отлично, отлично. Колесо, по крайней мере, смотрится уже получше. Уже вырисовываются какие-то более-менее классные черты этой машины. Давайте у нас новую вот эту вот часть сейчас поставим, приварим. Смотрите, по-моему, совсем другой вид. Еще не окончательно, но мы идем потихонечку, маленькими шажками. Вот, теперь все хорошо видно. Смотрите, как все видно. У нас закончился электрод. Я говорил, что мы не одну пачку сегодня спалим, поэтому берем и очередной туда засовываем. Так, все получается, да? Больше я нигде не вижу. А, не вижу, потому что где мой... А, вот он. Все, теперь... Хорошо, а почему он исчезает? То есть это не просто я, это оно действительно... Я подхожу к машине, а оно исчезает. А, ну все, отлично. Да, оно действительно исчезает. Я не могу понять, почему. Но факт есть факт, ребятки. Что это за такое? Давайте попробуем вот эту штуку по-другому как-то поставить. И... Ну-ка, 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 ну-ка. Ага, все отлично. Возможно, из-за дальности. Так, все, здесь заварил. Супер. Все, мне нравится, как начинает машина приобретать уже свой вид. Можно будет уже даже на ней там куда-то в клуб съездить. Ребятки, так, значит, вешаем нашу крыло. Так, крыло. А где крыло? Я вроде бы покупал крыло. Так, секунду. Почему-то не вяжется. Я, по-моему, покупал крыло. Эту-то часть, понятно, я купил ее, последний, но крыло... Так, это внутренняя панель. Крыло, да? Но это не новое крыло. Давайте посмотрим. Да, оно гнутое. Так, ну ладно, чего нам гадать? Пойдемте покупать. Странно, конечно. Ну да ладно, возможно, просто мы отложили этот момент. Внутренняя панель нам уже не нужна, нам нужно заднее крыло. Так, крыло правое, а нам нужно крыло левое. Да, по-моему, мы не покупали. Я сейчас вот вспоминаю, что, ну, мы не покупали, ребятки. Давайте ставим. Смотрите, уже совсем другой вид. Кстати, не забыть багажник открутить от... Хорошо, что мы не продали. Да, вот он. Надо откручивать багажник. Так, давайте приварим. Где наша любимая сварочка? Так, так, так. Так, отлично. Потихонечку, маленькими шажками мы сейчас приваримся к этой нашей панели. Так, ну, по-моему, все. Я не знаю, как понимать по детали, если кто-то знает, установлена она или нет. Но мне кажется, что она установлена. Так, а эта штука? Как-то она странно тут раздваивает. А, нет, она и здесь также. Все, в принципе, хорошо. Давайте закроем капот, чтобы он нас не... Он кривой, кстати, до сих пор. Что у нас по цене? Уже 6800, ребят. То есть уже у нас есть какой-то доход. Правда, он небольшой. Ну да ладно, еще все впереди. Так, что мы делаем? Давайте попробуем здесь повыступить. Так, давайте вообще поспим, чтобы у нас немножко дня прошло. Все, у нас день, днем совсем другой вид. Поэтому мы просто берем и делаем день. Так, хорошо. Колеса мы, правда, они разных цветов. Ну да ладно. Ржавчину нам убирать. Так, где крыша? Отлично, накидываем крышу. Ох, ребят, ну, потихоньку, помаленьку и сделаем. Так, сварка. Тут, нет, не тут. Придется искать. Так, вот, придется искать. Давайте заварим. Так, что у нас по швам? Швов на самом деле много. Электрод закончился. Берем электрод, вставляем... Нет. Берем электрод, вставляем электрод и поехали заваривать нашу крышу. Раз. Вот тут два, по-моему. Дверь открывайся. Ах, так, куда он? Сюда улетел? Ага, он улетел. Почему он сюда улетает?
Ага, дальность, я понял. Нужно вот эту штуку носить. Все, я разгадал. В принципе, очень даже логично. Мне нравится реалистичность. Я даже не сразу понял. Так, здесь заварились. Супер. Следующий у нас вот здесь. Супер. Супер. Еще звук такой, знаете, классный. Так, все, здесь сделали. Теперь у нас, давай. Есть, отлично, добрались. Не пропало оно у нас. Давайте возьмем на всякий случай эту штуку. Вот здесь посередине, чтобы одинаково было ходить. Так, что у нас здесь? Нет, тут не нужно варить, тут тоже не нужно. Тут заварили, тут Да нет, вроде бы... А, не-не-не, вот, ребятки, извиняюсь. Здесь и с этой стороны тоже мы здесь... А, или варили здесь? Хорошо, а стекло с этой стороны нету? Ага, нужно, в общем, сюда стекло и в дверь. Но дверь, ладно, да, то есть мы закроем, здесь есть стекло. Нету лабаша у нас, раз. Нету... А, ну заднее, да, заднее есть, ли оно разбито, вы не помните? Нет, оно не разбито, поэтому мы сейчас откручиваем, демонтируем и просто прикручиваем. Хорошо, что хоть там не нужно менять стекло, ребят. Очень хорошо, давайте здесь максимально легко и просто берем и откручиваем. Так, все, отлично, давайте. Ставили, супер. Меняем направление и закручиваем. Так, хлоп. Смотрите, ребят, ну это что-то похоже уже на машину. Так, вопрос с дверью, конечно, у нас не решен. Фух, давайте вот это вот мы сейчас поставим. Закрутим. Есть, щелк, щелк. Все, теперь у нас-то есть. И здесь еще у нас панель была и ручка. Ну, ручку давайте потом. Где панель? Вот панель. Хорошо. Так, есть. Тоже так же закручиваем. А, все, это тот болт, точно, который... Все, давайте мы ее сюда ставим. Шлеп. Супер. Супер, отлично. Вообще вопросов нет. Дверь тоже сейчас закрутим. 4 болтика. Здесь 2 болтика. Ну и все. Смотрите, дверь у нас есть. Капот, правда, еще кривой. Ага, она как будто не вровень. Да нет, вроде вровень, просто игра такая. Да нет, вот здесь как-то более ровнее, да? А здесь больше выпирает. Ну да ладно, мы на это не смотрим, у нас новая крыша. Давайте поставим лабаш, выстучим до конца, если это, конечно же, возможно, наш капот, потому что он кривой. Его бы поменять, конечно, ребят. Что нам делать? Давайте откроем капот и попробуем ее выстучать непосредственно уже открытым. Но он все равно кривой, все равно не то. Действительно не то. Меняем, не меняем. Смотрите, он елочкой. Так, давайте возьмем. Ну, давайте просто пока не делаем. Как только мы закончим машину, посмотрим итоговую стоимость. Если она у нас устроит с таким капотом, то скинем так. Если не устроит, сделаем капот. Из видимого нам нужны стекла. А что здесь? Ну в двери стекла нет. То есть нам нужно лабаш, боковой. Ну, в общем, вся левая сторона. Я не помню, честно говоря, как ставить стекла, но я один раз ставил. Так, значит, Windows. NIF нам есть еще. Да, NIF, одна NIF, Windows. Так, погнали. Стеклоподъемник, окно право, РР, лобовое. Лобовое по-любому, вообще без вариантов. Угу. Ну, это понятно. Это где двери стоят. А вот это... Ага, РР, РЛ. Вот это нам левое, по идее, нужно. И вот это left, тоже левое такое. Так, я надеюсь, я те стекла купил. Давайте сначала прям самое очевидное. Ух, хорошо, что здесь не разбивается. Самое очевидное это вот это лобовое. Мы его сюда ставим. И все, да? Ну все, оно стоит. В принципе, стекла устанавливать легко. Это их сдирать проблематично. Классно, новое стеклышко, ребят. Смотрите, оно прозрачное такое. Так, значит, берем вот это. Давайте
Так же легко оно вставится? А, ну да, в принципе, нет. Стекла устанавливать вообще просто одно удовольствие. Не прикручивать, ни клей наносить не нужно, ничего. Просто раз, и все, и оно готово. В жизни будет так. Ого, ребят, смотри. Почему-то, видите, как-то посажена она не очень хорошо, да? И эта сторона такая посаженная. Ну да. Странно, странно. Давайте пошатаем. Колесо что, не спускает? Ну-ка, накачается оно? Если накачается, то спускает. Так, здесь накачивается, а здесь не накачивается. Хорошо. Тут давайте подкачаем немножко. Смотрите, везде у нас какие-то спущенные колеса. Мы сейчас посмотрим общий вид машины. Ну, она поровнее, явно поровнее, потому что сзади были спущены, а здесь лежит. Ну, а здесь лежит, да, видно что-то с подвеской, ребят, но мы пока туда не лезем. Давайте покрасим. Но чтобы покрасить, нам нужно вот эти вот части, которые мы не меняли, они ржавые. Давайте мы их все-таки заделаем. Где у нас круг? Круг, который шлифовальный. Мы сейчас сошлифуем ржавчинку и покрасим нашу машину. Давайте берем диск. Что у нас? Где у нас наша... Да-да-да, вот. Там этот стоит. Секунду, мы сейчас его снимем. Отлично, ставим сюда этот диск, берем и давайте погнали. Погнали шлифовать нашу ржавчину. Мы это делали уже 1000 раз. Это самое, наверное, простое и очевидное в этой игре. Но 101 раз тоже это делать интересно. Интересно, что диски шлифовальные не заканчиваются, то есть он никаким образом не истачивается. Поэтому тоже это делать максимально легко. И не приходится по 1000, по 100 раз менять эти... кого? Ну, диски. Так, отлично, мы здесь сделали. Что у нас еще по ржавчинке? Важно, 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 важно. А ржавчинки и нет. Класс. Колпаки сюда какие-нибудь есть? По-моему, нету на эту машину. Ага, вот здесь выстучат, наверное, не помешает. По-любому что-то да выстучится. Где? Где наш молоток? Очень важная на самом деле вещь, особенно в этом выпуске, когда она вся кривая, ребят. Вот это мы попали. Да нет, тоже не выстукивается. Говорят, берите и меняйте всю переднюю часть. Но мы, конечно же, это делать не будем. Итак, что было, а что стало? Ну, это просто две разные машины. То есть, если бы мне сказали, что это та машина, я бы никогда бы не предположил. Так, что у нее по ориги цвету? Кстати, ну, стоимость уже видна. Конечно, не скажу, что супер доходно, но мы еще не все сделали. Состояние цвета, значит, оригинальный цвет у нас такой. Текущий цвет. Как-то надо тоже поменять. На все нули получается, да? Да, на все нули поменяем, и цвета якобы нет почему-то. Потому что черного, наверное, и нет. Но ничего страшного, мы сейчас покрасим. Все будет хорошо, бегом за красочкой. Цена, конечно, из-за этого тоже просевшая сильно. Ну, хорошо, черный купить. Точно черный? Да, точно черный появляется. Можно смело покупать штуки 3. Скорее всего, нам понадобится 2, но пусть одна в запас. Давайте вот здесь к ржавчине. Ох, смотрите, совсем другое дело. Машина просто меняется на глазах, и черный цвет, он очень классный. Он очень классный, ребят. Так, все, смотрите. Вот сейчас, конечно, не Васик мы восстановим, ребят. Вот это да. Ой-ой-ой. Сколько там выпуск уже длится, я не знаю. Это, наверное, самая глобальная вообще переделка именно по кузовщине. Понятно, что еще что-то по мотору будет. Переборка, да, тоже глобальная, да. Кто-то, я смотрел на ютубчике, просто перебирает моторы. Мы к этому тоже придем в любом случае, но пока самая вот эта вот машина, самая глобальная вообще, которая у меня была, потому что, ну, до этого я ничего похожего не делал. То есть мы там что-то делали по кузовне, ну так, чтобы настолько глобально, ну, просто это мощно. Опять же, по крыше у меня вопрос, как красить крышу.
к прошлому выпуску в комментах так никто и не написал, что там гирик тут, а вот так надо красить. Ну да ладно. Так, подкрасили, супер. Есть. Давайте перед. Теперь, конечно, работы немало. По покраске, смотрите, мы красим всю машину. Ух, еще так, и здесь, конечно, еще так как-то видно не очень хорошо, где покрашено, а где нет. Скоро сейчас баллончик закончится. Ага. Так, этот тоже у нас дохленький, да? Ага. Все, бежим за последним. Я думаю, что это действительно последний. Его должно хватить. Да, видите, машина стоит на эту сторону. То есть что-то, наверное, с подвеской, но делать мы это, конечно же, уже не будем. И вот подпрыгивать вроде как не подпрыгнешь. Капот. Да нет, вполне возможно, что понадобится четвертый баллончик, ребят. Угу. Диски не красятся, да? А нет, диски красятся, ребята. Чего я раньше не красил диски? Классно, их можно реально брать и красить. Правда, как-то не... все равно зеленцо остается, да? Но есть моменты с покраской дисков, конечно. Давайте мы ее такую полностью черную сделаем. Такую грозную Ниву. Отлично, отлично, отлично. Жалко только краски, конечно же. Ну ладно, мы сейчас, может быть, всю крышу и доделаем. А я понял, вот так вот еще. Да, не хватило, ребят, нам краски. Печаль, беда. Давайте еще закупим баллончик. Этого точно хватит с головой, потому что осталось не так уж и много. Крышу вот так вот я нашел способ, как мне делать. А, вот еще здесь сделать. Так. Здесь все. Не, вообще машина огонь. Ну, конечно, вот здесь зазоры. Ну, очень, ребята, такие себе. Очень плохие. Сразу видно, что что-то с ней было, но мы и не скрываем никогда. Мы честные перекупы. Собственно, та-дам! Классная машина. Что у нас по мотору? Блок, да, по-моему, вот это. Я ни разу не менял, что здесь прокладки нужно или не прокладки, я не знаю. Давайте вот это снимем. А, это тоже мы поменяем, получается, бронепровода, да? А здесь вот это... А, масло давайте проверим. Ага, масло нормальное, но у нас фильтр уже нужно менять, да? Ну, масло менять, мы если сейчас влезем еще в замену масла, давайте мы просто поменяем вот эту вот блок, клапанную крышку, если быть точнее. Я ее ни разу не менял, мне очень интересно ее поменять. Поменяем клапанку. Давайте мы ее посмотрим, как откручивать. Не, серьезно, а как откручивать? Сразу просто вопрос сходу. Как открутить клапанку? Ремень нормальный. Вот этот бы рычажок поменять, конечно, еще. Но мы и так, смотрите, мы просто тачку восстановили, дорогие друзья. Так, клапанка, как тебя снимать? Давай-ка колись. Ну, свечи. Или не менять клапанку. Хорошо, это мы щелк сюда. Провода, это что у нас? Топливная магистраль. Ладно, нам ее не нужно сдергивать. Странно, я обязательно потом посмотрю на YouTube чанском, как сдергивать клапанку. Потому что я даже не вижу никаких этих. Ну, это щуп, понятно. Вот я могу что-то брать. А что это я беру такое непонятно, да? То есть здесь нет никаких болтов, да? То есть, ну, здесь нет ничего, что можно вот так взять и открутить.
Ну хорошо, клапанка. Ну хорошо, сделали разработчики, что она типа на герметике, да? Давайте хорошо, отвертку. Нет, не прокатывает. Короче, ребят, вы должны написать... А, нет, это мне не надо снимать. Кстати, я забыл там-то закрутить. Сейчас я возьму, ребят, секундочку, закручу вот этот болтик, очень важный. И провода мы купим обязательно. Я хочу еще пробовать. Тут типа ломика есть. Может быть, клапанку, ну, сдирать этим. Понятно, что в жизни это так не работает. А где ломик? Так, сейчас мы все найдем. Так, вот это отвертка. Ей ничего здесь не делается. Хорошо, где-то такой полуломик. Это у нас масло, это подъемник мебели, он нам не нужен. Свечные ключи, кстати, да, точно, свечи ж можно менять, шпатлев. Я, кстати, никогда не шпаклевал. Здесь есть шпаклевка? Вы серьезно? То есть, возможно, можно было бы исправить какие-то детали. Капот, да? То есть капот, чтобы не менять, мы шпаклевочкой. Класс, я не знал. Ну вот, видите, ребят, ну, всегда что-то не знаешь. Так, да как где та штука, которой отдирать? Или бог с ней? Пойдемте купим провода. Так, значит, какой у нас, кстати, мотор на ней? Большой-большой вопрос. 8500 уже стоит. Так, мотор у нас 1.5 Li4. 1.5 Li4, 1.5 Li4. 1. Так, что-то я не то посмотрел, секунду. Li4, все, понятно, все, понятно. Вот этот. Так, по мотору, значит, нам нужны бронепровода. Вообще еще коллектор, ну да ладно. А вот клапанка. Может быть, чтобы снять клапанку, нужно сначала топливный насос снять? Еще такой рабочий вариант. Прокладка ГБЦ, ребят, даже можно тут менять. Ну ладно, мы еще до моторов не добрались, ребят, но мы обязательно снимем мотор и будем его восстанавливать. Карбюратор. Зачем я сюда пришел? За трамблером. Все, так это... вот он, бронепровода. Отлично, купил бронепровода, новенькие будут. Ага, уже вечер, не хочу вечером делать. Все, день, отлично, денечек, и мы сейчас смело поставим бронепровода. И в путь. Так, отлично, новый по тормозам нормально. Это у нас что такое? Это все, отлично. Закрываем. Да, тут шпаклевкой, скорее всего, нужно было делать, но я не знаю, как это делать. Сделаем в следующих выпусках. Этот выпуск и так очень сильно, ребят, затянулся. Я вообще не рассчитывал. Ну что, скидываем нашу малышку. Очень классно получилось, на самом деле. Очень классно. Почему она так стоит? А здесь обшивка, да? Обшивку мы не накинули, получается. Не, это крыло. А где... Вот, да, тут получается обшивка внутри. Да, вроде не похоже. Давайте. Не, ну да, какая-то обшивка есть. Ну да ладно, нормально, и так сойдет. Как говорится, денег заработали, продаем. Итого, ребятки, у нас 25 800. Было 23 800, следовательно. Сколько у нас? Что-то я... 25, было 23, 2000, ребятки. У нас плюса достаточно неплохо, но в будущем я планирую покупать только дорогие машины. Хорошо, что у нас деньги есть, с них работы меньше, денег больше. Ребятки, кто досмотрел, просто зачет, просто вот, ну, просто вот. Обнял всех. Всем спасибо. Напоминаю, что мы копим вот на это помещение, оно стоит полтиш. Вот, всех обнял, ребятки, всем пока.